Наверняка многие знают историю Марвина Химейра, отчаявшегося человека, который превратил бульдозер в танк и разрушил на нем целый город. Однако мало кто знает, что за несколько лет до этого в США произошла аналогичная история. Только на этот раз мужчине не потребовалось переоснащать бульдозер, потому что под его управлением оказался не имитатор танка, а настоящий 50-тонный танк модели М-60. 17 мая 1995 года в 18:30 неизвестный на тот момент мужчина пробрался на оружейный склад Национальной гвардии США. Обычно ворота закрывали в 17:00, но именно в этот день, по какой-то причине, они были открыты. Мужчина сначала забрался в один танк, но его бак оказался пуст. Затем он попробовал завести второй танк, но в нем также не оказалось топлива. Когда мужчина вылез из второго танка, его заметил гвардеец, охранявший склад. Он тут же бросился к нему, но мужчине хватило времени, чтобы забраться в еще один, третий по счету танк. На этот раз ему повезло. Танк заводился нажатием кнопки, а его бак был полон топлива. Мужчина без проблем завел его и покинул базу. Гвардеец не имел шансов остановить его. Единственное, что он мог сделать, это вызвать полицию. Украденным танком был М-60 модификации А3. Длина такого танка примерно 9 метров, а ширина примерно 3 метра. Масса же танка составляет почти 50 тонн. Для сравнения, средняя масса внедорожника 2 тонны, а машины типа КАМАЗ или Урал примерно 10 тонн, что в 5 раз меньше массы украденного танка. Неудивительно, что танк с легкостью превращал в металлолом окружающие автомобили. Выехав со склада, мужчина принялся крушить все, что попадалось ему на пути. Автомобили, светофорные столбы, линии электропередач, пожарные гидранты. Все, что он видел перед своими глазами. Конечно, управлять танком не так-то просто, и обычный, неподготовленный человек вряд ли может это делать. Поэтому очевидно, что мужчина имел специальную военную подготовку, что делало ситуацию еще более опасной. Максимальная скорость танка М-60 составляет 50 км в час, поэтому неудивительно, что полицейские машины мгновенно настигли его. Но только вот что они могли поделать? Толщина бронекорпуса украденного агрегата составляла 109 мм. Любое оружие полицейских против него было бесполезным. В принципе, у властей даже не было идей, как можно остановить эту набравшую ход машину смерти. Рассматривался вариант применения боевого вертолета «Кобра» для того, чтобы взорвать танк. Но чтобы избежать возможных жертв среди мирного населения, от этого варианта решили отказаться. В итоге полицейские могли лишь сопровождать танк, ожидая, пока у него закончится топливо, и бездейственно наблюдать за тем, как он разрушает то, что попадается ему на дороге. Конечно, были приняты меры, чтобы избежать жертв среди мирного населения, но все равно на улицу выходило множество любопытных людей, желающих увидеть воочию мчащийся на полной скорости танк по улицам их города. К счастью для окружающих, в танке не было боеприпасов. Спустя примерно 10 минут движения угонщик доехал до бетонного пешеходного моста. Он решил разрушить его, врезавшись в опоры. Однако он переоценил мощь танка и потерпел неудачу. Затем угонщик выехал на автостраду State Road 163. Полицейские перекрыли ту полосу, по которой двигался танк, и казалось, что на пути танк больше не встретит ни одной машины, но полицейские не учли одного. Угонщик, поняв, что он остался в одиночестве на полосе автострады, принял неожиданное для полицейских решение. Он попытался снести бетонное ограждение, разделяющее встречные потоки автомобилей. Таким образом, он хотел выехать на полосу встречного автопотока. Теперь жертв было не избежать. Однако, к удивлению многих, танк не смог преодолеть имеющийся барьер и временно застрял в груди камней. Полицейские решили, что нужно действовать прямо сейчас. 4 из них залезли на танк. Используя болторез, они открыли люк и приказали мужчине сдаться, но в ответ он промолчал. Он и дальше пытался сдвинуть танк с места. Тогда один из офицеров наклонился и выпустил в угонщика пулю. Она попала ему в шею. Теперь он был не опасен. Мужчина был доставлен в больницу, где он скончался в этот же день. Но только вот кем был этот мужчина и в чем был мотив его поступка?
Мужчиной, похитившим танк, оказался 35-летний Шон Нельсон. Как и предполагалось, он действительно несколько лет служил в армии, и управлять танком ему было не в новинку. Но что заставило его совершить этот поступок? Черная полоса в жизни Шона началась с 1988 года. В этом году от рака умерла его мать. Затем, в 1990 году, Шон попал в аварию на мотоцикле. Он очень сильно повредил спину и шею. После окончания лечения он подал иск к больнице, в которой лечился. В иске Шон указывал на халатность работников, неправильные постановки диагнозов, а также на лечение без его согласия. Он утверждал, что его якобы насильно заставляли принимать различные препараты. Исковые требования Шона составляли $1,5 миллиона, но ожидаемо, что суд отклонил этот иск. Больница, в которой проходил лечение Шон, подала ответный иск. Больница требовала взыскать с Шона $6,500 за пройденное лечение, а также юридические расходы. Иск был удовлетворен, и Шон был вынужден выплатить эти деньги. В этом же году жена Шона развелась с ним, а у самого Шона появилась опасная зависимость. Шон начал употреблять метамфетамин. Возможно, он помогал ему справляться с болями в шее и спине. Возможно, причина была в другом. Так или иначе, Шон крепко подсел на него. В 1991 году, уже после развода с женой, у Шона появилась другая девушка, которая переехала к нему. Это было лишь одно маленькое светлое пятно в той череде трагедий, которые не оставляли Шона. В 1992 году его отец умер от рака, и парень в 33 года остался без родителей. К этому моменту зависимость Шона от метамфетамина была огромной, настолько, что мужчина прямо на глазах у знакомых проявлял странное поведение. В частности, однажды на заднем дворе дома он вырыл яму глубиной 5 метров. На вопросы знакомых, зачем он это делает, Шон ответил, что он занят поисками золота. Что касается работы, то Шон был водопроводчиком. Однако проблемы с шеей и спиной ограничивали его рабочие возможности. У него копились долги по счетам. В 1994 году из-за долгов у него были отключены вода и электричество. Вдобавок ко всему этому, рабочие инструменты Шона были украдены из его машины. У него не было денег, чтобы купить новые, и фактически он был вынужден приостановить свою трудовую деятельность. Дом Шона принадлежал банку, и вскоре ему грозило выселение, но окончательно добила Шона смерть его девушки в 1995 году. После смерти девушки Шон, оставшийся без любимого человека, денег и дома, стал очень часто говорить о суициде и, видимо, окончательно решился совершить его 15 мая 1995 года, именно в тот день, когда он похитил танк. Вряд ли можно точно выделить причину, которая стала спусковым крючком для Шона. Была ли это зависимость от метамфетамина или та непрекращающаяся череда неудач? Скорее всего, каждый из этих факторов внес свою лепту в решение Шона Нельсона покончить с собой таким странным образом 15 мая 1995 года.